Всем привет! С вами Алена, и сегодня при вязании узора я буду использовать крючок размером 2 мм. Набираю начальную цепочку из 36 воздушных петель. Набираю 3 петли подъема. Накид. И в 4-ю петлю от крючка провязываю столбик с одним накидом. Накид. В следующую петлю цепочки провязываю столбик с одним накидом. И так в каждую петлю цепочки провязываю столбик с одним накидом на протяжении всего ряда, довязываю ряд до конца. Провязываю последний столбик с одним накидом в этом ряду. И перехожу к следующему ряду. Набираю 3 петли подъема. 1, 2, 3. Поворачиваю образец. Делаю накид на крючок. И завожу крючок за второй столбик прошлого ряда. И вытягиваю через него нить. Провязываю столбик с одним накидом. Получается такой выпуклый столбик. Теперь я буду провязывать вогнутый столбик. Для этого крючок буду заводить за следующий столбик с одним накидом, но через изнаночную сторону. Обхватываю его так, что столбик оказывается за крючком. И вытягиваю нить. Провязываю столбик с одним накидом. Следующий столбик провязываю выпуклый. Накидываю столбик на крючок так, что он оказывается впереди крючка. Столбик с одним накидом. Следующий вогнутый столбик, накид. Завожу крючок за столбик таким образом, что он оказывается сзади крючка. Вытягиваю нить и провязываю столбик с одним накидом. И таким образом чередую столбики выпуклый, вогнутый, выпуклый, вогнутый, выпуклый, вогнутый на протяжении всего ряда. Подхожу к концу ряда и сейчас довяжу его. Выпуклый столбик, далее вогнутый, и тут остается 2 столбика. Провязываю последний рельефный столбик, это будет выпуклый. И в конце просто столбик с одним накидом. Завожу крючок под этот столбик, вытягиваю нить и провязываю столбик с одним накидом. Вот что получается.
Следующий ряд 3 петли подъема, поворачиваю работу, накид, и теперь начинаю провязывать столбик с вогнутого. Идет вогнутый столбик. Я провязываю также вогнутый столбик. Теперь провязываю выпуклый столбик. И далее вогнутый. Таким образом вяжу ряд в соответствии со столбиками, которые проявляются на протяжении ряда. Таким образом довязываю ряд до конца. Дохожу до конца ряда и провязываю заключительные рельефные столбики. Выпуклый, вогнутый, и в конце просто столбик с одним накидом, и завожу крючок вот сюда, под эту цепочку. Провязываю столбик с одним накидом. И все последующие ряды провязываются аналогично тем рядам, что мы провязали сейчас. 3 петли подъема, поворот, и в зависимости от того, какой столбик стоит в начале ряда, выпуклый или вогнутый, зависит дальнейшее провязывание данного узора. В данном случае выпуклый столбик, соответственно, провязываю столбик выпуклый, столбик с одним накидом, далее вогнутый столбик, и сейчас я провяжу образец и покажу вам, что получилось. Я провязала несколько рядов этого узора. Такая рельефная резинка получается, она не слишком сильно растягивается. Так это выглядит с лицевой стороны. И точно так же она выглядит с изнаночной стороны. Я благодарю вас за просмотр данного видео. Если оно было для вас полезно, ставьте нравится, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарий. Всем хорошего творческого настроения и всем пока!